Дорогие люди, в последнее время люди так привыкли, что ведьмы это какие-то фантазерки, какие-то сказочницы, которые сочиняют о каких-то мирах, миражах, о каких-то непонятных там существах и гуманоидах и прочих, что удивляются, когда ты адекватный, нормальный человек. Я сейчас вам объясню, кто такая ведьма. Это не та, которая красит синей помадой, это не та, которая летает по ночам между планетами. Ведьма – это обычная женщина, которой просто дано больше, чем другим. Она пришла в этот мир для того, чтобы помочь. Кому-то помочь, кому-то наказать, то есть создать мировой баланс. Ее оберегают определенные силы. Да, она признает, что есть потусторонний мир, да, она с ними сталкивается, видит их, да, она считывает информацию, да, она обращается к миру мертвых. Есть очень много ритуалов, и чем она старше, чем опытнее, тем она сильнее, сильнее и сильнее. Но для непосвященных она эти вещи особо не раскрывает, потому что непосвященный человек этого не поймет, посчитает ее за сумасшедшую. Это точно так же, как хирурги не будут вам показывать так, как раскрывает котят, как раскрывает лягушек и прочее, потому что для вашей психики это непонятно. Как-то я помню, студентки две выставляли такие вещи, и их отчислили из вуза, поскольку это не профессионально, это все вот такое делать, опыты, которые проводились в лаборатории. Для непосвященных это очень непонятно. Вот то же самое. Для непосвященных я не буду рассказывать, что я вижу, как я вижу, что я делаю. Я вскользь намекаю, что там есть, приблизительно. Я говорю еще раз, что многое из того, что мы говорим, это версия, основанная на опыте людей, которые тысячелетиями оставляли нам письменные источники, оставляли нам воспоминания о своей работе, о них говорили, кто-то писал, с ними кто-то участвовал в экспериментах и в ритуалах. И вот таким образом мы делаем выводы, что примерно, приблизительно должно быть так. 100% никто никогда не скажет. Даже если человек был между жизнью и смертью на грани и что-то видел, еще раз повторяю, может, нам показали то, что можно показать, и больше ничего. Поэтому снова повторяюсь, утверждать, что там 100% это есть или этого нет, нельзя и не берется никто. Вы замечали, моя кукла какая живая? Мне некоторые говорят, что боятся ее, что у них такое ощущение, что она сейчас спустится со своего места, где стоит, и подойдет к ним. Да, лялька? Так вот, мир демонов, мир духов, мир заклинаний, ритуальной магии, прочее, это наше. Но это не значит, что мы какие-то, знаете, прилетевшие из фэнтези Айзека Азимова, какие-то мифические существа, которые живут и питаются там воздухом и какие-то там летающие объекты, которые пролетают через планеты между духами, между чего-то еще. Да, мы приходим во сне, мы можем сниться. Да, мы, может быть, где-то странные люди. Да, мы очень сильные женщины, сильные, много чего переживаем в своей жизни, все равно не ломаемся. Да, у нас есть стражники, у нас есть помощь. Нам приходит информация из ниоткуда, мы можем создать очень сильные ритуалы. Нас боятся, к нам обращаются. Много чего еще. Но вообще, по сути, мы адекватные люди. Мы люди, с которыми можно поговорить, люди, которые могут отвечать на вопрос. Мы адекватные люди, мы не пичкаем народ сказками и фантазиями. Если помните, в древние времена ведьмы не издавали какие-то там суперкниги и там не знаю чего, однако почему-то к ним тянулась толпа людей, которых они принимали, лечили, помогали или наоборот наказывали в любом случае. И они не сидели, не говорили о карме, о каких-то вселенских понятиях, о каких-то древних иных цивилизациях, народах и иных планетах, между которыми они летают, и всякую такую чушь и хрень собачью. Когда говорим, что ведьма летает, на самом деле, я объясню этот феномен, что это означает. Вот человек ко мне обращается, пишет мне, то, да это, то. Пока человек мне пишет, да, через Вайбер или через интернет, неважно.
Я сразу представила этого человека, обрисовала. Мне показали его. Я даже могу сказать, какого цвета у него обои, как он сидит, во что одет. И много раз так было, что я шокировала человека, я начинала смотреть в окно, думая, что я откуда-то смотрю на него из какого-то там телескопа, или как он там называется. Это усилилось с годами. Раньше, конечно, до такой степени не было. Сейчас усилилось очень сильно. Вот это называется, это некая сущность внутри тебя выходит сразу и направляется туда. И за секунды оказывается вместе, на том месте, где этот человек. Мы можем прийти образом, если хотим. Есть определенный заговор, заклинание. Вот я говорю, и я прихожу. Вы знаете, есть такой ритуал, перебить сон называется. Много таких ритуалов. Вот я хочу вселить тоску человека, чтобы он меня видел, чтобы он просто перед глазами меня все время видел, не мог без меня жить. Я определенный заговор говорю, ложусь, закрываю глаза. И вот я должна расслабиться, я в этот момент должна лежать. И это должно происходить в то время, когда человек спит ночью, между какими-то там временными отрезками. И определенная сущность, похожая на меня, идет к нему. Он просыпается, видит меня возле своей кровати, перед собой. Это вполне реальные вещи, он не обязательно должен быть пьян. Хотите вызвать человека к себе? Вообще хотите, чтобы человек о вас подумал? На растущую луну 3 свечи белые. Ручка с бумагой и пепельница, и его фотографии. Ставите, разговариваете с ним, говорите в приказном тоне. Например, звони мне, пиши мне, пусть я тебе снюсь и так далее. Как гвоздь вбивайте ему в мозг. Делайте это с 12 до 3. 10 дней подряд. Значит, свечи спрятали, на следующий день опять расставили, опять сидите с ним, разговариваете. После того, как говорите, пишите ваши пожелания на бумагу, сожгли на пепельнице, да, и выкинули в окно. То есть в космос отправили ему послание. Он потом вам скажет, что вы ему снитесь, что он слышит ваш голос в доме, что он с ума сходит. Везде ему мерещитесь вы. Это не мой ритуал, это древний ритуал. Тогда брали вещь человека или просто говорили с фантомом. Хотите залезть в голову своего врага, понять, что он хочет от вас, если вы сильный энергетически? Это, конечно, не у всех получится. Это получится только у людей, которые занимаются магией. Реально занимаются, а не те, которым внушили, что они могут заняться. Еще раз повторяю. Свечу ставим, любую. Главное, чтобы она была не цветная. Черная или белая. Делаем домик над свечой, вот так, треугольник пальцами. Долго смотрите на свечу, долго, представляя лицо этого человека в огне, вот в этой пламени. Глаза начнут двоиться. Вот как только уже начинает плавать потолок, спросите, что тебе нужно от меня. Вам ответ придет сразу же. Я точно так же сказала человеку, она сделала, и тут же пришел ответ. Бумаги. Она начала копаться в бумагах, начала думать, что такое за бумаги и так далее. Оказалось, что он хотел ее подставить. И когда она эти бумаги убрала куда-то подальше, там был великий скандал, потому что он искал эти бумаги, он хотел таким образом подставить. Можно сказать, что я ее спасла от большого срока. Вот. Это реально вещи, но они объяснимы. Есть законы физики, есть законы Вселенной. Я уже говорила, аномального ничего нет, просто мы не все можем объяснить, и нам кажется, что это аномально. Ведьма адекватна. У нее нет мировых целей собрать всемирную какую-то там республику. У нее нет цели там, не знаю, руководить богами. У нее нет цели создать божества. У нее цель помочь конкретным людям. Приходит человек, помогаешь.
Все. Ей не интересно ни политика, ни какие-то вселенские, не знаю, переворот. Ей это не надо. Она всегда жила обособленно, отдельно, или к концу села, или в каком-то лесочке, и подальше от всех и спокойно. Лишь бы ее оставили в покое, не трогали, она хочет жить с зверями. У нас внутри настолько богатый мир, мы не нуждаемся в людях. Нам одиночество, знаете, как нравится? Меньше говорить, меньше общаться, кайфую. Я сегодня восстанавливаю себя, мне так хорошо. Спокойно я себе сижу дома, вот. Никто мне не нужен и не интересен в данный момент. Я даже не представляю, как бы я работала, если бы сутками я туда ездила, сюда ездила, с лекциями, мне бы звонили, я бы просто с ума сошла. Это невозможно. Вот это ведьма. Это реальный человек, человек, который отдает свою силу, человек, который живет другой жизнью, человек, который живет какой-то тайной жизнью, не такой, не похожий на других. Но в то же самое время это человек с мира сего, которому ведомы чужие проблемы, который сама прошла много и может понять любого человека, и для нее это не, знаете, там за 7 земель и гор, и она не делает из каждой темы какой-то невероятной, там какие-то не знаю чего. На каждой теме подходит спокойно, актуально, дает вам совет и ответ, как поступить в этой в иной ситуации. Все. Она не берет на себя функции богов, не судит вас, не говорит, какие вы грешные, несчастные, что вам надо делать, чтобы вам прощалось это все. Она просто вам помогает, если может, или наказывает, если вы достали. Запомните, ведьма – это адекватная женщина, это нормальный человек. Когда показывают лысый череп, извините меня, там татуировки везде, и на плечах, и на губах, и на ушах, и там какие-то жуткие вещи происходят. Это не ведьма, это душевно больная, шизанутая особа. Не надо путать. Ведьма – это мудрая женщина. Это женщина мудрая, спокойная, уравновешенная, уверенная в себе. Это обычный человек. Просто человек сильный. Когда человек сильный, понимаете, даже если она не ведьма, сильный человек, она всегда будет грубой, она всегда будет резкая, спокойная, жесткая. Но жизнь ее такой сделала, она такая. Привыкайте. Можно ласкать вас по головке и ни хрена не помочь. А можно один раз рявкнуть на тебя, дать пощечину, и ты понимаешь, ой, я должна была вообще, все, правильно она делает. Вы понимаете или нет? Не путайте, пожалуйста, всяких существ с ведьмами. Ведьма никогда не будет дешевой. Она дешево себя не ведет. Она дешево не выступает. Она дешевые вещи не говорит. Она дешевые рекламы себе не делает. Дешевого пиара ей не надо. Она ценит настоящее, настоящих людей, настоящие камни, настоящие ритуалы, настоящую работу, настоящие умные ответы. Она хочет настоящего, настоящей славы себе со временем, заработанной годами, 20 лет, 30 лет работы, труда. Настоящей любви, не фальшиво надутого, сделанного чего-то. Потому что если нет почвы, она рушится сразу. Эти все фанаты вот вокруг, они сегодня есть, завтра разбегаются. Поверьте мне, кто тебя расхваливает день и ночь, дифирамбы поет, тот раньше всех тебя предает. Потому что ты ей нужна для какой-то цели, вот она тебе дифирамбы и поет. А когда чувствуешь, что нет, не находит она от тебя этого, не получает, она пошла туда, дальше. Дальше петь, уже другим. Рядом с ведьмой нет голода общения, нет голода информации. Ты получаешь полный ход, что ты хотела узнать. Полный ход. Речь ведьмы должна быть содержательно, не вода водой. И через воду и на воде погоняем. Не вода водой. Планеты летали, гуманоиды плавали, киты махали хвостами, там души кричали, эти бежали. Нет. Конкретный вопрос и конкретный ответ. Четкий, ясный, чтобы... Все, я понял. Понимаете? А не вот как Горбачев, знаете, товарищ, придет время, я вам отвечу на этот вопрос. Да? Есть консенсус,
контрибуция и так далее. Ни одному практику нет необходимости говорить с вами какими-то наученными фразами из книг, из откуда-то, отсюда-то. Всякие постоянные эти эгрегоры, эти постоянные там магические манипуляции, там, не знаю, западной магии, титулы того-то. Этого нет. Нормальный человек, обычный человек, который тебе такое скажет, что охренеешь, что обычный человек может говорить такое, до чего ты раньше не додумался. Все гениально и просто, Ватсон. Не нужно изобретать велосипед по 20-му разу. Когда ты сидишь и слушаешь полчаса, и ты понимаешь, я ни хрена не понял все-таки, что там надо было и чего там надо было. Это вода водой. Это просто оттянуть время. Знаете, говорят, солдат спит, а служба идет, да? Деньги уже дали, а он что-нибудь скажет. Не пойдет, товарищи. Задумайтесь. Кто такая ведьма? Просто настолько люди удивляются адекватным моим размышлениям. Да это нормально. Я же человек, я же прошла тоже боль в этой жизни. Я не божество, я такой же человек, как и вы все. Я также хотела любви, я также хочу любви, я также искала что-нибудь для себя в этой судьбе. Я также боюсь, я также радуюсь, как и вы, и так далее. Просто, может быть, мне дано больше видеть, может, и, к сожалению, дано, потому что это не дает мне спокойно жить. Кто сказал, что только магией можно заработать в этой жизни? И как мне повезло, что я это умею, и всем мне почет, слава, и деньги, и благодарность. Вы видели настоящие ведьмы, чтобы они богатели особо? Я таких не знаю. Да, им дают для того, чтобы жить, как они хотят, в свое удовольствие, но не более того. Более того, уже не ведьма. Это уже бизнес. Что здесь удивительного, если я понимаю человека? Я тоже жила в этой жизни, я тоже видела боль. Больше, чем вы все вместе взятые. И не только магией могла бы я подняться. Если бы меня отпустили, я могла бы быть женой очень богатого человека. Мне ничего не надо было делать в жизни, просто наслаждаться. Кто вам сказал, что только магией можно подняться, и как мне повезло? Повезло ли? Меня спросили вообще кто-нибудь, счастлива ли я? Ведьма – это обычная, адекватная женщина. Просто увидевшая больше в этой жизни, просто более защищенная в плане того, что ее обидеть, трогать не стоит. В ней просыпается некий демон сразу. Но она нормальный человек, она не собирается никого трогать. Я сколько лет живу здесь, все мои соседи меня любят, уважают, очень хорошо ко мне относятся. Вся чистота поддерживается мной везде. Я никогда никого не обидела. Я много кому помогла в нужный момент и деньгами, и помощью, и как могла. Никого не обидела. Никто про меня не может сказать, что я такая вредная тетка и такая-то сякая. Никто не скажет. Не потому, что я святая, а потому что я всегда дорожу своим именем. Я людям зло просто так не делаю. Меня надо так довести, до такой степени довести, чтобы я сделала. Я могу годами терпеть, поверьте. И терпела. Знаете, ради чего? Ради ребенка, мать старая, жалко и так далее. Когда человек уже откровенно начинал высмеивать, надо было уже честь мундира отстаивать, уже показать, если отхлестать просто, чтобы пойми, если я ничего не говорю тебе, если я от тебя отмахиваюсь, как от надоедливой мухи, просто потому что мне неохота, но не хочу я тебе, дури, делать больно. Но когда уже эта дура чрезмерно о себе высокого мнения, конечно, шваркаю, еще как. Вот о чем я говорю. Что ведьма это не та, которая бежит и показывает, вот, смотрите, меня обидели, я вот сейчас вот это сделаю. Это дешево. Ты тем самым показываешь, что тебя могут обижать, что смеют тебя обижать. А мне не смеет никто обижать. Если только глупо сделали, если только сделали неправильно, если только повели себя, знаете, низко, если обещали и не принесли, вот тогда я могу наказать, потому что я такие вещи не люблю. Не люблю очень.
А чтобы сказать, вот меня обижают, и обижают, да кто посмеет меня обижать? Кто меня посмеет обижать? Пускай посмеют. Инвалидами останутся, уверяю. Пускай посмеют. Я это не, знаете, вот это вот буси-гуси, нуси-буси, и кто подойдет, тот уйдет, обратно пойди, там его убей, его задуши. Я не это делаю, уважаемые. Это муси-пуси не мое. Это хрень собачья, которая ничем не работает с такими, как я. Поэтому я нормальный человек, я никогда никого не обидела просто так. На форумах я хоть раз кого-нибудь просто так оскорбила, унизила. Нет, мое воспитание этого не позволит. Но меня тоже трогать не стоит. Вот в чем наша необычность. А все остальное это обыкновенные люди. Все, что вы слышите, это легенды, сказки. Знаете, в какой-то момент боги кого-то там вниз спустили, какое-то божество великое. Так не бывает. Боги выбирают лучшие души. Высокие души, образованные души, умные души, с интеллектом. Боги не выбирают алкашню всякую. Они им не нужны. Учтите. И те, которые в церкви падают, якобы дьявол в них селился, начинает там дрыгать ногами. Это они пиарят батюшку, который там снимает с них демонов. Это смешно, это вообще, это цирк. Нахрена дьяволу вот эта алкашня нужна? Я не пойму. Дьявол что, лучше никого не нашел? Сыны дьявола, те, которые миром правят, уважаемые, а не вот эти вот несчастные существа. Он, наверное, сидит и смеется на своем троне, скажет, вот мне делать больше нехрен. К вам идти подселяться. Подумайте над моими словами. Удачи!